Всем привет, друзья! Дима Даниэль, не Скалска, не Болгария, Ашкелон, Израиль, 19 августа, утро, раннее утро. Друзья, сегодня заканчивается короткий визит в нашу прекрасную страну. Повстречался с сыном, повстречался с другим сыном, увидел внука. Все прекрасно, все хорошо, все здоровы, все счастливы. Я счастлив, дети счастливы. Мама счастлива, что сегодня папа возвращается домой. Вот, друзья мои, вот вы знаете, есть такое стихотворение, которое написал не всем известный поэт Геннадий Шкаликов. «По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищешь. Ни тебе, ни мне». Друзья, к нам это стихотворение вот абсолютно не относится. Оно относилось к нам в 1990 году, когда, покинув Советский Союз, был лишен советского гражданства, заплатил за это 500 рублей, в кармане $150 США, аэропорт, не помню, Шереметьево или Домодедово, аэропорт Бен-Гурион, сразу госпиталь Асафа Руфе. И, как говорится, зачем вспоминать те моменты, которые были очень тяжелые. Да, вот тогда пепелище уже неинтересно, и в те места, откуда был отъезд в 90-м году, туда никто никогда не вернется. От слова «никогда», просто никогда. Ни за какие деньги нет возврата к той жизни и к той стране, которая в тот момент считалась и рухнула в один день. В основном после того, как я уехал из Советского Союза. Были ли мысли возвращать потом российское гражданство? Может быть, наверное, и были. Но был какой-то период, когда можно было вернуть гражданство России. Мне это на тот момент было абсолютно неинтересно. Хотя Советский Союз мне очень много должен. И сейчас, если бы я оформил бы российское гражданство, я бы прекрасно получал бы пенсию, которую, в общем-то, вторую пенсию. Но дело не об этом. Это мне было вообще неинтересно. Мне это неинтересно до сих пор. Абсолютно. У меня есть одно единственное гражданство государства Израиль, от которого я никогда не откажусь. От слова тоже никогда. Никто не сдаст никогда, я не сдам никогда израильский паспорт, моя супруга тоже не сдаст никогда израильский паспорт. Мы до сих пор, люди вообще, очень много людей, они просто не понимают, есть какой-то некий квадрат, и когда идет разговор о переезде, о релокации в другую страну, все думают: ой, вот и все, как это, все, отъезд продать, все, закрыть двери, отключить все и забыть. Друзья мои, это такой, не знаю, это не мой удел, не удел нашей семьи. Мы прекрасно продолжаем со Светочкой периодически один за другим приезжать в Израиль, в наш дом, который мы еще пока не продали. Об этом будет продолжение нашего разговора. Вот. Здесь приезд в Израиль из Болгарии — это только некая финансовая составляющая. Потому что если есть период, когда дешевые билеты, выискиваются дешевые билеты, в этот момент дешевые билеты покупаются, и человек летит. Я параллельно сейчас уже открываю сайты Визера, сайты Skyscanner и мониторю билеты где-то через 2 месяца. Сейчас очень такой дорогой период, естественно, сезон отпусков, люди едут куда-то за границу, во все разные страны, поэтому август, сентябрь, в Израиле сентябрь — это Новый год, в Израиле это Йом-Кипур, в этот момент, конечно, билеты дорогие. Мы не связаны никакими работами. У нас нет никаких ограничений, и в нашей ситуации мы просто можем сидеть спокойно и мониторить. Я, например, мониторю октябрь месяц, ноябрь месяц и смотрю: так, билет, София, Тель-Авив, $23, ага, нормально, без багажа, бум, купил. Так, параллельно сразу же ищу билет через несколько дней обратно в тот аэропорт, который будет намного мне выгоден финансово. Смотрю, $24, бум, купил, все. Если что-то произойдет, какая-то ситуация, что через 2 месяца я не смогу поехать, что я потерял? Я потерял, предположим, $45-50, 2 билета туда и обратно. Больно? Да нет, в принципе. Поэтому параллельно даже я могу сразу же искать билеты на январь, на ноябрь.
Я помню, при моей памяти самый дешевый билет был 5 декабря 2021 года. Он пролетел стоимостью 5 евро Тель-Авив-София. Я его не успел купить. Тогда я купил, по-моему, билет за 19 или за 21 евро. Можно летать за такие деньги? Конечно, можно. Благо, опять же, никакие мосты не сожжены. И не по несчастью или к счастью. Возвращаемся в Израиль, покупаем дешевые билеты, летим когда хотим, где хотим. Единственная здесь проблема — дорогие чемоданы. А зачем нам везти чемоданы, если в Болгарии у нас есть вещи, в Израиле у нас есть вещи, взял рюкзак, пару сувениров, подарки внуку и полетели. Поэтому здесь все просто, и не нужно придумывать вот никаких ограничений. Все, уехали, продали. Да нет, друзья мои, никто ничего не продал. Телефоны израильские проплачены, больничные кассы платятся, дополнительные страховки в Израиле медицинские платятся. Да, друзья мои, кто уезжает, этот расход... Если кто-то уезжает совсем и говорит, все, я никогда сюда не вернусь, да, отключайте там все, закрывайте счета в банках, проверьте внимательно, что вы ничего не забыли, не забыли закрыть какие-то там платежи, что у вас потом не было возможности. А в принципе, а что, вы уехали вообще, вам по барабану. Снимут, вы знаете, что вы никогда не вернетесь в Израиль, все. Долги на старой родине останутся там, не знаю, кому-то другому. Но... Поверьте мне, среди людей, которых я знаю, которые переехали в Болгарию, живут в Болгарии, никто не совершал таких глупостей. Все исправно, нормально. Ну, потому что здравые люди продолжают платить какие-то вещи. Не потому, что они вернутся там, планируют год прожить и вернуться. Просто они знают, что надо платить больничные кассы. В некоторых ситуациях надо платить взносы национального страхования. Потому что мосты не сожжены. И, ребят, мы живем в нормальном, спокойном мире. Если ваши финансы позволяют, вы сегодня прекрасно можете жить в Болгарии. Оттуда вы можете полететь в США, прожив там месяц, вернуться в Израиль, прожив 3 месяца. Мы свободные люди. Если у нас хватает на это средств, значит мы это делаем. Люди недальновидные, которые, вот вы знаете, что значит не то, что недальновидные, которые вот какой-то квадратный, все, продать, уехать и забыть. Ну, продайте, уедьте. Если у вас в этой стране, в Израиле, никто ничего не держит. Если у вас здесь нет ничего, вы в свое время сюда приехали. А очень много людей, вот вы знаете, что в некотором роде, никого не хочу обидеть, что очень бесило и до сих пор продолжает бесить. Когда мы-то уезжали, есть категория людей, которая уехала в 1972 году, это первая иммиграция в Израиль. Тогда в 1972 году из Советского Союза тогда уезжали люди по религиозным, сионистским соображениям. Тогда на самом деле уезжали, да, достаточно патриоты. В 1972 году. В 90-е годы большая репатриация из Советского Союза, из всех республик. Все называют это колбасной алией, колбасной миграцией, когда просто все валили из СССР. Кто-то валил, имея очень хорошие деньги. Кто-то, как и я, уезжал со $150 в кармане. Кто-то бежал от чего-то, от, не знаю, от бандитов, от еще чего-то, от мафии, от рэкета, от того. Была волна, колбасная илья, и когда мы приезжали, нам все кричали: ой, русские, вы приехали сюда для того, потому что там было очень плохо, какие у вас вообще, вы что, приехали, сразу вы станете сионистами, любить государство Израиль? Да нет, друзья, я честно вам скажу, положа руку на сердце, что в Советском Союзе я не знал, что такое Новый год еврейский, я не знал, что такое Йом-Кипур, мне было 19 лет, и тогда мне было неинтересно. Сказать дальше, что я поменял какую-то религию, нет, абсолютно нет, я абсолютно светский человек, абсолютно светский, но в любом случае я всегда с уважением отношусь к людям, к стране, к людям и к религии. Я никогда не буду
вставать против каких-то правил, которые нельзя. Вот если есть Йом-Кипур в Израиле, судный день, я не буду в этот момент никогда на улице делать гриль. Я прежде всего знаю, что напротив меня там или там живут соседи, которые этот день берегут, и я не позволяю себе делать какие-то вещи, которые будут, в общем-то, им неприятны. И когда я готовил в свое время бутерброды своему сыну в школу в Израиле, я никогда не давал ему бутерброды со свиной колбасой или сыра с колбасой, потому что вокруг него в школе наверняка были дети, которые с детства соблюдают законы кашрута, где нельзя есть мясное с молочным, соединять сыр с колбаской, и где такое мясо, как свинина, в общем-то, может оскорбить даже того же ребенка, который будет есть этот бутерброд рядом с моим сыном. Вот здесь нужно очень серьезно понимать. От того, что я кушаю свинину в Болгарии, я прекрасно кушал ее и в Израиле. Но я никогда бы не стал кушать эту свинину рядом с человеком, который придерживается религиозным взглядом. Здесь просто есть уважение. Уважение к любой религии, к любому образу жизни, как и везде. Но это, в общем-то, удел, наверное, нормальных людей, которые, прожив много лет и знают, как себя правильно вести. Вот все достаточно просто, поэтому здесь каких-то квадратных заявлений, вы там бросили страну, там, да никто ничего не бросал. В планах жизни сегодня, при нынешней ситуации, друзья мои, сейчас вообще какой-то хаос происходит. Сейчас везде все непонятно. Здесь война, здесь катаклизмы, здесь погода. Все вообще как-то очень и очень странно и непонятно. И с каждым годом это все нагнетается. Была пандемия, потом пошла война. Что будет дальше? Да я вообще не знаю, что будет дальше. Просто я не хочу смотреть на год вперед. Тем более я не хочу смотреть на 10 лет вперед. То, что меня это не волнует, я не могу сказать. Конечно, дети, внук – это их будущее. Но от меня вообще ничего не зависит. И, в принципе, смысл сегодняшней жизни – это не то, что жить сегодняшним днем. Конечно, нужно думать о завтрашнем дне. Но, ребят, для меня завтра будет завтра. Сегодня будем решать те проблемы, которые сегодня. Пытаться спроектировать те проблемы или те возможности, которые мы можем сделать завтра или через год, и просто жить. Это вообще нормально, я не знаю, это вот мое личное мнение. Как ваше мнение, интересно выслушать, интересно послушать ваши комментарии на эту тему. Прекрасным образом, у нас есть очень хороший знакомый в Болгарии, который выстроил замечательный, роскошный дом в одном из прекрасных районов. Очень дорогой, очень хороший. В какой-то момент, не так давно, появилась ситуация, что людям предложили очень хороший контракт в Израиле, финансовый. Люди просто закрыли дверь до болгарского дома и поехали поработать и выполнить контракт в Израиле. Мы сегодня в такой ситуации находимся. Работа. Хочешь работать? Работай, ищи контракты. Это будет в Израиле, это будет в Болгарии, или в Канаде, или в Катманду, или на мысе, на острове Слоновой Кости, не знаю. Вот. Почему нет? Если у вас есть силы, желание, да ради бога, самое главное, что все это было законно, что платить налоги от заработанных денег в той стране, где вы находитесь. В Болгарии это 10%, в Израиле это зашкаливает, ребята. Поэтому сейчас очень многие люди и выбирают. И, конечно, здорово, программист в Израиле, если он получает в Израиле 4,5-5 тысяч евро, с других стран вы скажете, ничего себе такие деньги. Да нет, ребят, это не ничего себе такие деньги. Это просто деньги. С зарплатой в 4,5 тысячи евро не так просто получить большую ипотеку на покупку дорогой квартиры. Вот. И не забывайте, что если человек заработал, предположим, 4,5 тысячи, 5 тысяч евро, это где-то 22 тысячи шекелей, то налог на руки он получит где-то порядка 13 тысяч шекелей. Вот и сами посчитайте вот эти налоги. Это нормально, страна должна получать тот налог, чтобы защитить себя. Почему в Израиле огромные налоги?
Все это израильтяне прекрасно знают, потому что мы все время находимся в состоянии именно войны. Это нормально, и это ненормально. Огромные деньги уходят на безопасность страны. И эти деньги, ребята, не уходят в воздух. Это не коррумпированные деньги. Безопасность в Израиле одна из лучших в мире. Наши службы, которые занимаются этим, мы это все не видим и, может быть, не читаем где-то. Но это все происходит. Да, происходят теракты. Нельзя все, извините, предусмотреть. Но в нашем государстве, единственном, наверное, сегодня в мире, это в Израиле, вот все вот это решается. Если бы этого не было, да, наверное, уже и государства-то, можно сказать, не было. Потому что, невозможно предотвратить все. Если бы не предотвращали, ребята, резня бы от арабов стояла бы направо и налево. Мы этот вопрос не обсуждаем, и я не вдаюсь в нюансы. Но здесь, в Израиле, нас защищают, нас оберегают, армия работает. И в этом плане спасибо, и еще раз спасибо тем, кто это делает. Те страны, такие как Болгария, Европа, Румыния, я сейчас не провожу параллели с странами, которые там воюют. В тех странах, в Болгарии, не дай бог, да, а кто слышал, что где-то кого-то на национальной почве, не знаю, что-то произошло. Слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу, дай бог, мы об этом не слышали и никогда не услышим в Болгарии. Моя четкая уверенность, что Болгария никогда не войдет в какой-то военный конфликт, это лично моя точка зрения, и обсуждать это я просто не буду. Я вот считаю, что этого не будет. Я не буду беспокоиться, что полетят ракеты, что зазвенят сирены, и нужно будет искать бетонную стену и падать на пол. Или копать бомбоубежище. Уверен, и это было один из самых главных критериев нашей релокации в Болгарии. Купить там дом, жить и не слышать сирены. Более того, когда я разговариваю с детьми, а разговариваем мы с ними очень часто, каждый день, через день, постоянно сегодня, WhatsApp, видеосвязь, это все есть. Я сразу говорю, сынок, если есть эскалация, не надо даже думать, такси, аэропорт и Искалска. Пересидеть на время, если ты имеешь право, потому что все же у нас резервисты. Не надо ждать ничего. Есть возможность, сел, прилетел. Переждали. Мы не крысы. Мы не бежим с корабля с тонущего. Пережидать. Кто может, пережидает. А что, когда мне зарядили 60 тысяч, 50 тысяч долларов вот в этом доме, где я живу, только за бомбоубежище, 50 тысяч долларов, 9 метров бетонного бомбоубежища в моей стране. Я просто выбрал, что я я куплю на эти 50 тысяч долларов дом в Болгарии и не буду думать, а бомбоубежище спасет или не спасет. Да нет. Ребята, здесь очень большое количество подписчиков из тех городов, кто просто знает. Я уже не говорю про ситуацию, что сирена, да нормально. Позвенело, потом бум-бум, 2 раза идет бум. В Ашкелоне 35 секунд, господа, 35 секунд до взрыва с момента визга сирены. В Сдероте городе, по-моему, 15 секунд. В Ашдоде, по-моему, 48-50 секунд. Извините, если ошибаюсь. Сирены сейчас бывают и в Тель-Авиве, и в Петах-Тикве, и в Хайфе, и везде. Долетает до всех. Желание наших соседей с разных сторон, дружественных, недружественных, но желание это у них одно одинаковое есть. Им всегда будет лучше, если государство Израиль не будет в этом регионе, и оно не перестает существовать на карте. Это продолжается вечно, конца этому нету. Я сейчас не нагнетаю обстановку, я говорю то, что все прекрасно знают. Все очень просто. Не бежать, сломя голову там куда-то. Есть дом в Болгарии, замечательно. Сегодня есть дом в Израиле, замечательно. Продадим мы дом в Израиле, купим квартиру в Израиле. Не купим ничего, просто продали. Деньги лежат, деньги заинвестируют. Мы хотим вернуться завтра, приехать в Израиль на 3 месяца. Замечательно, мы приехали. Сняли квартиру там, где мы хотим, на 3 месяца, на полгода, на год, дальше. И просто спокойно живем. Медицинские
страховки платятся. Все достаточно просто. Вы знаете, вот ситуация, когда, что опять же очень бесило, что когда после 2000 года вдруг многие те, кто жил в Советском Союзе в разных странах, они не уехали в 90-х. Им было хорошо, им было все прекрасно. Они жили, квартиры в крупных городах дорожали со скоростью, не знаю, очень сильно. А потом где-то 2000 и дальше они вдруг поняли, что они имеют право на возвращение в Израиль в пенсионном возрасте. Я знаю ни одного такого человека, которые оформляли иммиграцию, приезжали в Израиль, сдавали свои квартиры в тех странах, получали корзину абсорбции, помощь от государства и ни одного дня в Израиле не работают и не работали. А мы в 90-м, огромное количество, уезжали без всего. Но это жизнь, господа. Не суди и не судимым будешь. Здесь свое мнение о той категории граждан я оставлю при себе. Потому что для них не было трудностей абсорбции и репатриации. Они получили здесь корзину, помощь, живут, получают пенсии, получают пособия, сдают свои квартиры в тех странах не за маленькие деньги. Сейчас уже стало хуже. И еще тут качают в Израиле свои права. Вот они не имеют права качать свои права. Они что, здесь пережили в 90-м году атаки с Ирана? Они видели, как здесь взрывались автобусы. Не так давно я разговаривал с одним из подписчиков, который собирается переехать в Болгарию. У него дочка погибла в теракте. Ребята. И здесь у всех где-то кто-то пострадал от чего? Либо от войн, либо от терактов. Каждая семья имеет свою историю. У всех где-то что-то. Но это не говорит о том, что мы не любим эту страну. Мы ее очень любим. И ничего никогда не сожгли. А все остальное, ребята, это уже финансовая составляющая. Есть у вас деньги, катайтесь, ездите, покупайте. Пусть это будет Болгария, пусть это будет другая страна. Все, вы поработали, вы заработали. И все прекрасно. Человек волен делать то, что он хочет. Жить так, как он хочет. В пределах морального или другого какого-то права. Поэтому, друзья мои, сегодня... Скоро приедет мой друг, повезет меня в аэропорт, Светочка встретит меня в Софии. И, как говорится, до встречи в Болгарии, до следующей встречи в Израиле. А может быть, мы с вами встретимся, не знаю, в Бухаресте. Может быть, будет репортаж из Стамбула, или из Сербии, или из Греции. Мы просто свободные люди. Моя цель лишь рассказывать вам, что происходит у нас, как мы живем, от чего мы получаем удовольствие, где у нас какие-то проблемы. И да, я знаю, что это помогает людям, так как это я слышу от своих подписчиков, постоянных телефонных разговоров. Слава Богу, если хоть одно мое видео кому-то помогло, значит, цель всего канала, она работает. Все. Друзья, Хубов ден, шельхам йом наим, хаварим шили, and have you nice day, my friends. Чао-чао, будьте здоровы и удачи вам.